Хотите, чтобы ваша герань цвела великолепными шапками цветов, красивых как на картинке? Тогда запоминайте или записывайте эти 3 простых рецепта уникальных натуральных удобрений, которые отличаются своим составом и положительным воздействием на растения. Я применяю эти подкормки для полива всех своих гераний и других домашних растений. Они идеально подходят для различных видов цветов, стимулируют их активный рост, обильное цветение, а также помогают защитить растения от болезней и различных вредителей. Результатом становятся здоровые, зеленые и красивые цветы, как на картинке, расцветающие великолепными шапками цветов. Я поливаю все свои растения именно этими удобрениями, и они превращаются в замечательные, просто шикарные экземпляры. Все мои знакомые, которые заходят ко мне в гости, всегда интересуются рецептами этих подкормок. Растения обожают их из-за уникального натурального состава. Я самостоятельно готовлю эти удобрения, и это довольно просто. Я расскажу вам несколько рецептов, которые вам обязательно стоит записать, для того, чтобы ваши растения радовали вас красивым, зеленым и эффектным видом. Эти подкормки не только придают растениям красивый внешний вид и способствуют обильному цветению, но и оживляют растения, которые чувствуют себя плохо. Они начинают блестеть здоровьем. Даже самые слабые растения становятся потрясающими после применения этих подкормок. Растения начинают расти активно, и их листья становятся густыми, зелеными и блестящими. Кроме того, благодаря удобрениям они цветут ярко и красиво круглый год, образуя пышные шапки. Для приготовления первой подкормки на 1 литр теплой воды температурой примерно 30-35 градусов необходимо взять 1 чайную ложечку меда. Мед может быть даже старый или засахарившийся, это не имеет значения. Мед содержит обильное количество полезных микроэлементов, аминокислот, витаминов и минералов, что приносит пользу не только для нас, но и для наших с вами растений. Далее я тщательно размешиваю мед в воде и добавляю 1 чайную ложку картофельного крахмала. После хорошего перемешивания подкормку поливаю под корень в объеме примерно 50-100 мл под каждый цветочек. Эта подкормка за небольшой промежуток времени оживляет даже самые увядшие цветы, придавая им зеленый оттенок, стимулируя их рост и обильное цветение. Особенно важно отметить, что даже небольшие отросточки, если подвергнуть их воздействию этой подкормки, буквально за несколько дней приобретают заметный рост. При пересадке я всегда обязательно подкармливаю растения, так как пересадка может вызвать стресс и снижение иммунитета, что делает их более уязвимыми к болезням. Это удобрение помогает предотвратить подобные проблемы, обеспечивая моментальное укоренение. Этот метод на 100% эффективен, так что обязательно запишите рецепт этой подкормки. Достаточно поливать растения всего лишь 1 раз в 3 недели или 1 раз в месяц. Если замечено, что растение начинает медлить в своем росте или выглядеть больным, рекомендуется поливать и подкармливать этой смесью раз в 2 недели. В течение короткого времени растения оживают, становятся ярко-зелеными и красивыми, полными жизненной энергии. Есть такая точка зрения, что больные растения и растения, которые были недавно пересажены, нельзя подкармливать удобрениями. И я с этим полностью согласна, но только в отношении магазинных, неорганических подкормок. Домашние же, на 100% органические подкормки, приготовленные самостоятельно, я применяю всегда, и исходя из своего опыта, могу сказать, что они не только не вредят, но и помогают восстановиться растениям. Вот еще один великолепный натуральный рецепт удобрения, который я также использую для всех моих цветов. Благодаря этому удобрению они бурно растут и цветут так обильно, что даже те растения, которые обычно не выделяются таким ярким цветением, поддаются волшебству этой подкормки, расцветая яркими шапками. У меня герань, например, цветет беспрерывно, практически на протяжении круглого года. Эта подкормка также насыщена витаминами, питательными веществами, макро- и микроэлементами, минералами, всем, что необходимо растениям для здорового и пышного роста, для продолжительного цветения, укрепления стеблей
и предотвращение сбрасывания листьев и цветочков. Но самое главное, она эффективно борется с вредными микроорганизмами и бактериями. Растения, подкормленные этим составом, никогда не болеют, а вредители даже не осмеливаются приближаться. Никакой плесени, зато обильное цветение, здоровые крепкие стебли, зеленые и блестящие листочки. Растения выглядят просто потрясающе. Теперь рецепт этой подкормки. На 1 литр кипятка я беру 3 лавровых листочка. Заливаю их кипятком и настаиваю. Когда вода остывает, разбавляю настой еще 1 литром отстоявшейся воды. Тщательно перемешиваю. Добавляю туда 2 капли йода. Еще раз перемешиваю и поливаю этим составом все свои растения. Обязательно также обрабатываю листья, чтобы предотвратить появление болезней и вредителей. Это я делаю либо при помощи пульверизатора, либо протирая обычным ватным диском. Благодаря этой подкормке растения всегда выглядят красиво, здорово и свежо. Если растение начинает медлить в своем развитии и заболевает, обязательно подкармливайте его этим составом, и вы увидите, как оно буквально на ваших глазах оживает, становится зеленым и начинает пышно цвести. И вот еще третья, очень эффективная подкормка, универсальная и подходящая для всех домашних растений и цветов. Особенно герань полностью влюбляется в эту подкормку, реагируя беспрецедентным цветением, красочным, ярким и долговечным. Эта подкормка также естественного происхождения, насыщена множеством полезных веществ и микроэлементов. Она обеспечивает домашним цветочкам все необходимое для крепкого, красивого и здорового роста, а самое главное – для долгого и яркого цветения, приносящего радость нам и нашим глазам. Я готовлю эту подкормку своими руками, и вот рецепт. Запишите его. На 3 литра горячей воды, но не кипятка, беру 1 чайную ложечку корицы, без горки. Тщательно размешиваю, настаиваю 2 часа, после чего поливаю этим составом все свои растения. Буквально на глазах они начинают расцветать, становятся крепкими, красивыми и зелеными. И самое главное, подкормка обеспечивает защиту от вредителей и болезней. Растения не только красиво выглядят, но и остаются здоровыми, не поддаваясь болезням и не чахнут. Эти 3 подкормки универсальны для всех растений, от герани до замиокулькаса. Все, что есть у меня дома, получает свое питание от этих подкормок.